Путин клянется на книге, обтянутой кожей варана, Италия ставит условия Украине, а лидер Китая призвал начать перемирие. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Мокрый и никому не нужный. Мировые лидеры проигнорировали так называемую инаугурацию Путина. Гостей в этот раз было в 2 раза меньше, чем в 2018 году. Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина. Си Цзиньпин призвал остановить войны на время проведения Олимпийских игр и назвал условия для проведения конференции по завершению войны в Украине. Мы призываем все стороны возобновить взаимодействие и диалог. Италия запрещает Украине бить ее оружием по России. В это же время Москва угрожает атаковать территорию Великобритании. Всем привет, друзья! Для нас крайне важна активность и интерес каждого из вас. Спасибо за лайки, комментарии, подписки и репосты. Благодаря этому наши видео в тренде, а вы и сотни тысяч других пользователей всегда в курсе актуальных и важных событий. Именно о них сейчас и расскажем. Кроме того, не забывайте о кнопке «Спасибо» под нашим роликом. Начинаем! Снегопад, кавалерийский эскорт, благодарственный молебен и мотоциклы «Аурус». Все это попытались уместить в так называемой и уже 5-й для Путина инаугурации. Во время этого мероприятия российский диктатор изрядно подмок. Москву накрыл циклон. Российские пропагандисты, которые комментировали происходящее в Кремле, заявили о том, что в этом году гостей, решивших посетить мероприятие, было в 2 раза меньше, чем в 2018. То есть 2500 против 5000. В этом году, как и 6 лет назад, в Москву пожаловал Стивен Сигал. Кроме того, хлопали в ладоши и Шаман, Гурцкая с Бабкиной и Долиной, а также Михайлов и Кадыров. Мировые лидеры проигнорировали этот кремлевский спектакль с главным героем, военным преступником. Путин, положа руку на Конституцию России, обложка которой сделана из кожи варана, начал клясться. Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства. Путина заметно подготовили к инаугурации. Еще за сутки до этого действа он выглядел так, а уже 7 мая явился публике с хорошо накрашенными бровями. Кроме того, в этом году режиссеры трансляции инаугурации очевидно боялись, что может повториться история с провалом над Кремлем. В 2018 году, напомню, военнослужащие не смогли поднять президентский штандарт. Поэтому в этот раз особо не акцентировали внимание зрителей. В Кремле присутствовал и Шойгу. По мнению аналитиков, его песня спета. И после события в Москве ожидаются колоссальные перестановки во власти. И Шойгу места могут не найти. И с дерзновением скажу, дай Бог, чтобы конец века и означал конец вашего пребывания во власти. У вас есть все для того, чтобы долго и успешно совершать это великое служение Родине. Италия против того, чтобы их оружием Украина наносила удары по территории России. Такое заявление сделал глава итальянского МИДа Антонио Таяни. При этом он заявил, что выступает за увеличение военных расходов страны с целью повышения обороноспособности. Мы всегда держали в секрете наши военные поставки. Информируется только парламент. Наша цель – предоставить оружие, которое не является наступательным, но служит для защиты Украины. Но на территории Украины, а не на территории России. По информации из открытых источников, Италия передавала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow. Об этом в одном из интервью заявил не представитель Рима, а министр обороны Великобритании Грант Шапс. Тогда он уточнял, что эти крылатые ракеты будут использованы ВСУ для ударов по временно оккупированному Крыму. Напомню, что недавно еще одно смелое заявление прозвучало в Лондоне. В частности, министр иностранных дел Дэвид Кэмерон заявил, что Великобритания не против того, чтобы Украина использовала их оружие для ударов по территории России. Накануне в Москве Лондону пригрозили ответными ударами по их территории.
Перемирие, никаких планов по свержению Путина и войны с Россией. Встреча Эммануэля Макрона и Си Цзиньпина в Париже была под пристальным вниманием всего мира. Макрон заявил, что французы не воюют с русским народом и у них нет стремления сменить режим в Кремле. Мы уважаем древние связи между Китаем и Россией, а также усилия, которые предпринимались на протяжении десятилетий для стабилизации этих отношений. Учитывая эту сложную историю, мы приветствуем обязательства китайских властей воздерживаться от продаж какого-либо оружия или помощи Москве и строго контролировать экспорт товаров двойного назначения. Это то, что вы очень четко сказали мне, господин президент, чуть более года назад, и что вы повторили. И я считаю, что продолжительность и качество наших обменов мнениями по этому вопросу являются источником утешения. В то же время Си Цзиньпин заявил, что поддержит международную конференцию или уже известный саммит мира в Швейцарии, если за проведение такой встречи выступят и Москва, и Киев. Китайский лидер намекает на то, что все стороны должны находиться в равных условиях. Кроме того, товарищ Си не против олимпийского перемирия, которое может начаться за неделю до Олимпийских игр и закончиться через неделю после их завершения. То есть речь идет практически о месяце режима тишины в основных конфликтах на Земле. Как постоянный член Совета Безопасности ООН и как ответственная сторона, Китай готов сотрудничать с Францией, чтобы использовать Олимпийские игры в Париже как возможность призвать к глобальному перемирию во время этих игр в Париже. Мы призываем все стороны возобновить взаимодействие и диалог, постепенно укреплять взаимное доверие и поддержать проведение международной мирной конференции в надлежащее время, которую одобрят и российская, и украинская сторона, с равным участием всех сторон и честным обсуждением всех вариантов мирного плана. Мы поддерживаем создание сбалансированной, эффективной и устойчивой системы европейской безопасности. Германия готова защищать каждый квадратный сантиметр территории НАТО, если в этом будет необходимость. Берлин обещает оперативно развернуть свои военные силы для поддержки союзников. О таких планах говорит Олаф Шольц. Также Шольц уверен, что Путин просчитался и альянс не только не ослаб, а укрепился. Немецкий канцлер также рассказал, как и куда могут направить доходы от замороженных российских активов. У нас в Европе есть консенсус по поводу того, что мы хотим использовать непредвиденную прибыль от российских замороженных активов. Это значительная сумма, составляющая несколько миллиардов в год. Мы также пришли к соглашению, которое сейчас финализируется, о том, что мы также хотим использовать около 90% этих средств для оборонных целей Украины. Тем временем в странах Балтии, где и побывал Шольц, отреагировали на очередные ядерные угрозы Кремля. Представители Латвии, Литвы и Эстонии считают, что Москва решила попугать мир новым конфликтом в преддверии саммита мира, куда Россию не пригласили. И еще для того, чтобы ЕС и США прекратили помогать Украине. В российском Владивостоке арестовали американского военного якобы по подозрению в краже. Российские пропагандисты сообщают, что речь не идет о политике или же шпионаже. В Москве уверяют, что военный США Гордон Блэк прибыл в Россию из Южной Кореи после окончания его командировки. Он имел романтические отношения с девушкой, с которой в итоге поссорился, якобы попытался душить, а после украл у нее алкоголь и 200 тысяч рублей. Это чуть больше $2000. Американские СМИ, в частности NBC News, сообщают, что военнослужащий поехал в РФ по собственной инициативе. Мать задержанного просила россиян не подвергать ее сына пыткам. Российская Федерация уведомила Государственный департамент США о задержании по уголовному делу в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях. Армия уведомила его семью, и Государственный департамент США оказывает соответствующую консульскую поддержку военнослужащему в России. Учитывая деликатность этого вопроса, в настоящее время мы не можем предоставить дополнительные подробности. Уже практически сутки армия Израиля проводит антитеррористическую операцию в районе Восточного Рафаха. В Цахал заявили, что действуют согласно полученным разведданным, наносят точечные удары по объектам Хамаса. Кроме того, во вторник израильские военные сообщили, что контролируют КПП Рафах со стороны сектора Газа. Известно, что Рафах – это последний город на юге сектора Газа, который не был занят израильскими военными в ходе операции.
Сегодня утром мы объявили о начале эвакуации гражданского населения из районов Восточного Рафаха и расширения гуманитарного пространства в Аль-Мафасе и Хан-Юнисе. Эта мера – часть подготовки к наземной операции в этом районе. Мы серьезно рассматриваем любой ответ и любую реакцию, максимально используем каждый вариант, который касается переговоров и возвращения заложников домой. В ООН осудили действия Израиля, выразили обеспокоенность и заявили, что Нетаньяху не захотел услышать мировых лидеров. Последняя печальная новость заключается в том, что соглашение о прекращении огня не достигнуто. Хамас согласился, Израиль отверг, и сухопутное наступление на Рафах началось снова. Несмотря на все просьбы международного сообщества, США, стран-членов Европейского Союза, все просят Нетаньяху не атаковать Рафах. Несмотря на эти предупреждения и просьбы, вчера вечером началось наступление. Я боюсь, что это снова приведет к большим жертвам среди гражданского населения. Друзья, спасибо вам за поддержку, вы наша опора, и напомню, что ваша помощь и участие помогает нам делать работу и видеться с вами каждый день. Постоянных донаторов и их комментарии вы видите сейчас на экране, и мы благодарны за эту поддержку. А если же вы хотите присоединиться к их числу, нажимайте на кнопку «Спасибо» под нашим роликом или становитесь постоянным спонсором канала. Мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями, оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.